Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас выходной день, и мне нужно быстро приготовить обед. На нас двоих с Массимо. У меня есть картошка, я ее быстро почистила, промою сейчас, и нужно будет мне ее нарезать. Картошку я ничем не сушила, просто воду слила и все. И нарезаю вот так хаотичным образом. Как получается, такие кусочки и делаю. Добавляю соль по вкусу и всевозможные специи, которые у меня есть. Это розмарин, его я добавляю тоже на глаз, как мне нравится, он очень хорошо подходит для картофеля. Сейчас я туда добавлю мелкий-мелкий вот такой чеснок. Надеюсь, он его даже не заметит, потому что там будет много всяких приправ. И я уже не хочу его спрашивать, потому что он ничего не хочет туда добавлять. Ну а что это будет за вкус? Теперь я кладу туда базилик, тоже у меня такой сухой. И еще перебьет тоже запах чеснока. Я его, в принципе, добавила очень-очень мало. А сейчас я сюда добавляю вот такую сладкую паприку. Хорошо, что он находится в другой комнате. Я ему сказала, что мне надо снимать видео, и он ушел со своим телефоном туда. Сладкую паприку добавила. И, конечно же, поливаю все обильненько вот таким соевым соусом. Я его очень люблю, использую его везде, и на мясо, и на картошке, и на курятины, везде. Ну и это еще не все. Решила добавить туда еще и карри. Вот так вот для цвета и для вкуса, чтобы было очень вкусно. Ну вот теперь, кажется, все. Все хорошенько перемешиваю, чтобы все приправы равномерно распределились по всей картошке. Теперь я картошку полью оливковым маслом. Делаю это на глаз. Сколько кому нравится, столько и поливайте. И перемешаю еще раз все хорошо и оставлю немножко в сторону, так как мне нужно подготовить другие ингредиенты. Желательно не оставлять эту картошку на долгое время, потому что, смотрите, уже там начинает проявляться сок, который потом будет мешать нам на противне. Подготовила противень, включила уже духовку на 200 градусов и подстелила бумагу пергаментную, чтобы это все не протекало. И сейчас я выкладываю картофель сюда, и ни в коем случае, девочки, не выливайте тот сок, который у вас уже успел образоваться, потому что он в конце нам понадобится. Ну и мне нужно спасать пару овощей. Это у меня баклажаны 2 штучки и 2 штучки у меня цукини, которые пропадали уже в холодильнике. Я их вот так пообрезала, где еще можно было спасти. И теперь их тоже хаотично нарезаю и раскладываю на этот же противень. Ну, а теперь у меня вот такие мясные купаты или сосиски мясные. Кожуру я их уберу от них и вот так их распределю на кусочки мелкие. Можно их готовить и с кожурой, но чтобы это все быстрее пропеклось в духовке вместе с картошкой, я ее не очень люблю, и поэтому я ее вот так всю отделяю. Она очень легко снимается, и расщепляю ее на кусочки. Вот тут-то нам и понадобится та жидкость, которая выделилась от картошки. Эта вся приправа очень вкусная, поэтому я туда закинула все это мяско и хорошенько ее там обваляла. И потом аккуратненько все выложу на противень, где находится картошка.
Распределила все аккуратненько мясо на всей поверхности. И сейчас я даже нарежу туда вот такой красный лук. Этот лук еще привезла мне Милана из Бари. Он самый вкусный, самый сладкий, самый ароматный. Ну, режу его специально вот так покрупнее перышки, чтобы не попалось Массимо в тарелку, так как, конечно, лук он тоже ни за что не поест. Это все он не видит приготовления, как я уже сказала, поэтому я сейчас все прям делаю от души, как бы хотелось мне самой. Соберу все потом к себе в тарелку и с большим удовольствием съем сама весь этот лук. Сейчас я опять обильненько поливаю все оливковым маслом. Духовка уже горячая. И в горячую духовку отправляю вот эту всю красоту. Посмотрите просто какие цвета. И на 40 минут при 200 градусов. Девочки, смотрите сами, как будет печь ваша духовка. Я часто подсматриваю, часто регулирую температуру, все в зависимости от того, как все будет запекаться. Ну, естественно, потом зелень, кто что любит, пожалуйста, по вашему вкусу. Сейчас я уже немного накрываю на стол. Сыр я тоже нарезаю для себя, потому что он и сыр такой тоже никакой не ест. Ну и ко всему тому горячему, что находится в духовке, у нас будет вот это. Еще отсюда он поест вот эти бублики соленые и оливки. А огурец и сыр – это мое. Блюдо мое готово, уже горячее. Он бы еще, наверное, хотел сильнее его поджарить, но я уже не буду, так как я вижу, что мясо уже готово, поэтому, по-моему, достаточно. Ну и вот мы будем сейчас приступать к нашему обеду. Это тарелка Массимо, естественно, без всяких овощей. Эта тарелка моя, совсем с прекрасным разнообразием овощей. И, естественно, весь лук я себе положила в тарелку. Ну и вот все остальное. Спасибо всем огромное, кто был сегодня с нами, кто смотрел мое видео. Пожалуйста, дорогие мои друзья, кто еще не успел подписаться, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. На моем канале много интересного и завлекательного. Красоты Италии и вкусные рецепты итальянские, осетинские и все, что желает ваша душа. Огромное всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.